Приветствую вас, друзья! Сегодня я сделаю обзор на пружинный степлер строительный Sigma. Также я разберу свой старый степлер и новый тоже разберу, чтобы показать, каково устройство данных степлеров пружинных. Также рассмотрим все поломки, с какими я сталкивался вот с этим степлером и как я их решал. И давайте начнем с внешнего осмотра. Как вы видите, два степлера одинакового типа, разных производителей, но на вид они почти что одинаковые, вот только разница в резиновой рукоятке. Все то же самое. Сверху у нас настройка пружины, силы удара. Вот здесь заряжается у нас обойма со скрепками. Снизу у нас также оттягивается вот механизм подачи. Если у вас какие-то произошли проблемы, застряло что-то, можно отвести вот этот механизм и вытащить замятую скрепку. И вот скоба для удержания ручки. Скоба — это болячка обоих степлеров, то есть нет ей места, чтобы где-нибудь защелкивалась, когда не держит ручку. Вот в таком положении она удерживает ручку, но во время работы в вертикальном, то есть в потолочном режиме, вот эта скоба вам будет очень мешать. Вот. И представьте себе, вы стоите в очень неудобной позиции, хотите прибить там материал на первую скрепку, который тоже держите одной рукой, и вот эта скоба вам мешает. Я уже сталкивался не один раз с этой скобой, поэтому я просто снимаю эту скобу, либо разворачиваю ее внутрь, вот сюда устанавливаю и забываю про ее существование. Все, больше она мне не мешает. Здесь вот я просто выбросил ее и все. Наш степлер может работать со скобами от 4 до 14 мм, ну то есть имеется в виду глубина скобы. А теперь я разберу оба экземпляра и посмотрим внутренности. Давайте я на ускоренке разберу один степлер, может кому интересно, как идет разборка. Ну вот, друзья, разобрал два степлера. Самый главный механизм — вот этот боек, пружина, которая упирается вот в наш болт с настройкой сжатия пружины, ну, то есть удара, усилия. И вот наша рукоятка с крючком. Крючок подпружинен. Вот. И что происходит? Крючок вот зацеплен за наш боек. При нажатии рукоятки он оттягивается. И в то время вот заряжающий механизм подсувает скобу вот под этот боечек. И когда ручка уже доходит до того момента, что боек соскакивает, он соскальзывает и ударяет по скобе, тем самым забивая эту скобу. Далее ручка под пружиной уходит назад. Вот здесь тоже подпружинен вот этот крючочек, то есть он спокойно уходит вот так вот и снова заряжается. Таким вот образом происходит работа степлера пружинного. А вот, друзья, первая поломка некачественных степлеров. Вот со временем у нас вылетает, отрывает вот эти загнутые части, куда упирается пружина. Вот сюда упирается пружина. Вот на новом еще все целенькое. Вот с трех сторон загнутые, с боковых стенок и с передней. Вот здесь вырвало у меня. Но тут, если присмотреться, то металл здесь, наверное, миллиметра 2, здесь 1,5. Вот уже здесь более качественный металл. Надеюсь, этот степлер мне дольше прослужит. Вышел я из этой ситуации таким вот образом. Выпилял болгарочкой с квадрата вот такую вот втулочку. Эта втулка с тех пор, как и поломался степлер, так и работает. Вот эта втулка вставляется сюда. Здесь, если заметили, есть вот такой вот маленький бортик, который как раз цепляется вот за эти усики. Вот так вот. И уже пружина упирается вот сюда. Такой был выход. У меня полуавтомата еще тогда не было. Можно было и полуавтоматом что-нибудь здесь заварить. Но тогда не было. Только дуговая, и то срала. Вот это первая поломка. А вторая у меня на старом была уже физический износ вот этого крючка, который в зацеп уходит. Тоже из-за времени получился у него очень большой износ. И он просто не дотягивал вот этот боек. Скоба не дозаряжалась. Заряжающий механизм подает скобу, а боек недостаточно оттягивается из-за того, что вот этот крючок уже изношен, ранее срывается он с места. Получается, просто боек поднимается, не хватает и назад возвращается, поднимается и назад возвращается. С этой проблемой я тоже долго мучился, не мог понять, в чем дело, но потом уже разобрался, понял, наварил
вот здесь немножко и подточил, подогнал, так сказать, по размеру. Степлер начал работать, но все-таки уже физический износ всех деталей дает про себя знать, и не всегда он все равно выстреливает скобу. Поэтому было принято решение все-таки заменить уже этот степлер, потому что вылазишь иногда, как я и сказал, в неудобные места, в неудобных позициях, и он начинает не бить скобу. А у тебя над головой там лист чего-то висит, и ты начинаешь нервничать, проще купить уже новый. С вот этими двумя поломками я как раз таки столкнулся в старом степлере. Степлер старой фирмы Topex. Я бы не рекомендовал даже покупать этот степлер. Я не знаю почему, но этот степлер с самого начала иногда давал осечки, иногда не забивал скобу полностью, иногда загинал ее. Почему так, я не знаю. Вот этот степлер, я почему-то думал, что они все такие, но вот этот показал себя только с хорошей стороны. Забивает сразу, без осечек. Осечек еще он мне не давал, я уже сколько потолок подбивал, все видео, если смотрели, все этим степлером делал. С этим таких проблем пока что не было, ну и пока что такие вот проблемы не появились. Если будут, то возможно напишу со временем в комментариях. Давайте я еще в полусобранном состоянии покажу, как работает именно вот этот механизм. Вот у нас, как видите, стоит вот этот крючок. Вот он. И вот наш боек стоит. Стоит боечек у наш так. И вот я нажимаю на ручку. Начинает наш боечек подниматься. Я немножко рукой тяну вниз. И вот. Смотрите, если камера передаст, доходит до крайнего момента, крючок выходит из-за бойка, и под воздействием пружины боек устремляется вниз. Тем самым вот край бойка у нас досылает нашу скобу и забивает в древесину или что вы там прибиваете. Вот такой вот механизм. Как я говорил, степлер Topex изначально давал осечки, не знаю, с чем это связано. Так что делайте правильный выбор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!